Глубоко под ледяными щитами Антарктики скрываются открытия, которые уже переворачивают представление ученых о нашем мире вверх дном. В недавних экспедициях исследователи наткнулись на находки, которые сразу же заставили международное сообщество говорить об Антарктиде с новой волной интереса. Исследования показывают, что подо льдом зарыты не только слои замерзшей воды, но и настоящие артефакты времени, загадочные структуры и, возможно, даже следы древних цивилизаций. Эти открытия уже были готовы разоблачить свои удивительные тайны на мировой арене. Узнавая о новых находках, мы понимаем, что еще больше сокрыто в ледяных глубинах и ждет, когда мы решимся заглянуть туда. Одну из таких загадок представляет древнее ледовое одеяло, под которым, как предполагается, лежат спрятанные секреты прошлого. Лед и время. Если бы время могло говорить, оно бы обязательно рассказало нам историю древнего льда Антарктиды. Ледяные пласты, благодаря своим слоям, являются своеобразной машиной времени. Исследователи описывают их как архив, в котором каждое столетие заключено на поддержку целостности и бесценной информации о прошлом Земли. Эти слои льда могут рассказать историю эпох, давно ушедших в небытие и окаменевших в своих секретах. Возраст некоторых пластов льда насчитывает сотни тысяч лет, и их изучение раскрывает перед нами множество загадок о климатических изменениях, катастрофических событиях и вымирающих видах. Что происходило на нашей планете в эпохе, когда человек еще не ступал на эту землю, остается лишь догадываться. Кто знает, какие секреты прошлого таятся в этих ледяных слоях. Тайны, которые однажды раскрыты, могут изменить наш подход к изучению истории Земли навсегда. Но наше путешествие в прошлое не останавливается на этом. Следующий слой готовится открыть нечто еще более интригующее. Только представьте себе картины, которые появляются перед учеными, когда они изучают загадочные подледные структуры Антарктиды. Эти образования выглядят так, словно кто-то намеренно высек их изо льда, оставляя странные формы, которые не поддаются легкому объяснению. В глубинах холодного царства они кажутся моментами, застигнутыми в вечности, напоминающими о инопланетных ландшафтах, которые можно было бы ожидать увидеть на других планетах. Но почему же они здесь? И как они могли сформироваться на этом изолированном континенте? Научное сообщество разрывается в догадках. Одни предположения связывают их с землетрясениями, другие — с древними вулканическими явлениями, а некоторые исследователи утверждают, что это может быть следами давно исчезнувших климатических процессов. В любом случае, эти структуры представляют собой невероятный вызов для ученых, стремящихся понять, как невидимые силы природы могут создавать такие поразительные формы в недрах замерзшего мира. Возможно, ответ скрыт в микроскопических организмах, которые оказались вморожены в эти статичные формы. Нужно лишь заглянуть ближе, чтобы раскрыть тайну этих странных структур. Но прежде чем мы приблизимся к разгадке, нам придется взглянуть на удивительные существа, которые каким-то образом умудряются выживать в столь экстремальных условиях. Жизнь в условиях холода. Жизнь обретает удивительные формы в самых неожиданных местах. Под тысячи футов льда и снега Антарктиды обитает мир, который бросает вызов нашим представлениям о существовании. В экстремальных условиях, где температура падает ниже точки замерзания, живут существа, сумевшие приспособиться к этой жесткой среде. Микроскопические организмы и бактерии, словно закаленные путники, проникают в крошечные поры льда, формируя крошечные экосистемы, невидимые глазу. Эти миниатюрные обитатели, словно живые артефакты, открывают ученым новую главу в понимании того, как жизнь может процветать вдали от солнечного света и тепла. Их выносливость и способность адаптироваться к холоду вселяют надежду в поиске жизни за пределами Земли. Исследования этих необычных существ не только углубляют знания о возможностях адаптации, но и намекают на возможность нахождения жизни в самых неожиданных уголках космоса. Тайное сообщество этих организмов не единственное, что будоражит умы исследователей. Чтобы еще больше приоткрыть завесу тайны и понять, как эти существа справляются с холодом, мы должны глубже погрузиться в ледяные просторы, обнаружив ландшафты, которые на первый взгляд кажутся далекими от родной планеты, и инопланетные ландшафты. Когда исследователи описывают пейзажи Антарктиды, представляется нечто больше, чем просто лед и снег. Этот далекий континент часто сравнивают с внеземными ландшафтами. Его суровые, наполненные загадками просторы кажутся почти нереальными. Полюс холода с его бескрайними белыми просторами порой напоминает марсианскую пустыню или ледяные луны планет-гигантов. Это впечатление усиливается, когда ученые открывают там невероятные подледные ландшафты. Многие из них скрыты от глаз всеми возможными атмосферными явлениями и могут быть в точности похожими на поверхности далеких экзопланет. Однако, что это значит для науки? Можно ли использовать Антарктиду как модель для изучения других планет? Специалисты полагают, что да. Исследования таких местностей не только расширяют наше понимание развития ландшафтов на Земле, но и помогают моделировать будущие космические миссии. И пусть эти неизведанные ландшафты Антарктиды вызывают поразительное чувство изоляции, но в этой кажущейся чуждости может скрываться знакомая жизнь. В поисках ответов на загадки этого континента ученые
ученые также находят следы древних микробов, которые только и ждут, чтобы открыть новые главы в изучении жизни на Земле. Древние микробы. Под толщей антарктического льда ученые обнаруживают настоящие чудеса микроскопической жизни, застывшие в течение миллионов лет. Древние микробы, пробужденные к жизни благодаря современным исследованиям, открывают новые горизонты в понимании развития живых организмов. Эти невидимые глазу представители древнего мира вызывают восхищение своей устойчивостью и удивительными способностями к выживанию. Пытаясь разгадать тайну их выживания, ученые изолируют эти организмы в лабораториях, открывая для себя важные сведения о том, как жизнь могла адаптироваться к суровым и экстремальным условиям. Возможность их оживления и возобновления жизненных процессов приводит исследователей к мысли, что подобные организмы могут существовать и в других частях нашей Солнечной системы. Не исключено, что эти микробы могут запечатлеть моменты прошлого, предлагая ключи к пониманию важнейших переходных периодов в истории Земли. Но путешествие в мир микроскопической жизни подо льдами Антарктиды лишь начинается. В недрах ледяного покрова скрываются целые экосистемы, запертые в подземных озерах, еще ожидающих своих первооткрывателей и готовых поделиться своим волшебством, буквально тающимся под нашими ногами. Подземные озера. Совсем недавно под километрами антарктического льда исследователи открыли удивительные подземные озера, настоящие резервуары древней воды, неизменные за миллионы лет. Эти скрытые водоемы стали настоящими окнами в мир, которые люди только начинают понимать. Они предоставляют ученым уникальную возможность заглянуть в экосистемы, совершенно изолированные от внешнего мира и возникающие совершенно независимо от солнечного света и кислорода. Возможно, присутствие воды в таких необычных условиях указывает на древние климатические процессы, сыгравшие ключевую роль в формировании нашей планеты. Темные и таинственные подледные озера, окруженные вековыми льдами, могут скрывать жизнь, которая способна процветать в такой экстремальной среде. Именно эти водоемы предоставляют шанс обнаружить организмы, которые могут раскрыть неизвестные механизмы существования жизни и выживания. Исследования подземных озер открывают беспрецедентные возможности для науки, но чтобы понять еще больше о неизведанном мире под льдом, мы должны обратить внимание на гипотезы и теории, которые предлагают невероятные объяснения и рассматривают Антарктиду не только с точки зрения науки, но и как потенциал для более фантастических интерпретаций реальности. Поворачивая к этим теориям, мы открываем двери в мир, где наука и мистика могут переплетаться в неожиданных контекстах. Теории заговора. В холодных объятиях Антарктиды, где время, кажется, застыло, многие задаются вопросом, что если под ледяной коркой скрываются не только научные загадки, но и тайны, которые можно объяснить лишь через призму неизвестных сил. Некоторые исследователи, отвергая устоявшиеся теории, утверждают, что уголки континента могут таить в себе искусственные структуры или же следы древних цивилизаций. Сторонники теории заговора считают, что Антарктида давно стала базой для инопланетных существ или что она скрывает свидетельства перемещения полюсов, которые могли повлиять на планету кардинальным образом. Слухи о секретных военных базах, запущенных под ледяные купола нацистской Германии, кружатся в умах многих заговорщиков, добавляя элемент шпионажа и интриги к и без того загадочному ландшафту. Возможно, эти идеи слишком далеки от действительности, но они находят своих последователей, добавляя множество вопросов к полотну таинств континента. Но могут ли эти фантастические истории скрывать под собой зерно истины, которое вступает в резонанс с нашими страхами и мечтами? Или же это всего лишь иллюзии, созданные нашим стремлением увидеть больше, чем скрывает природа? Чтобы приблизиться к разгадке, сначала придется разоблачить некоторые из самых жутких и интригующих теорий, сохраняя баланс между скептицизмом и любопытством. История континента. Вдумайтесь. Когда-то миллионы лет назад Антарктида вовсе не была ледяной пустыней. Представьте эту землю как тропический рай, окруженный зеленью и населен самыми различными формами жизни. Такое трудно вообразить, но это подтверждено научными данными. Исследования образцов льда и окаменелостей показывают, что этот континент когда-то был домом для плотных лесов и разнообразной фауны. Учеными были найдены останки древних растений и даже окаменелости динозавров. Эти находки предоставляют уникальную возможность проследить изменения климата и экосистемы континента. Антарктида когда-то была частью суперконтинента Гондвана, прежде чем оледенение превратило ее в холодный полюс. Эти древние растения и организмы рассказывают историю о том, какие потрясающие метаморфозы пережила Земля. История Антарктиды — это свидетельство мощных природных сил, способных изменить лицо планеты. Такая трансформация заставляет задуматься, может ли ее прошлое пролить свет на будущее нашей планеты, где климатические изменения вновь изменят наши ландшафты и экосистемы. В поисках этих ответов мы приближаемся к еще более невероятным открытиям, которые готовы удивить и перевернуть наши научные представления с ног на голову.
Сенсационные находки. В Антарктиде появилось новое открытие, заставляющее пересмотреть нашу историю заново. Недавно обнаруженные артефакты и свидетельства, скрытые под слоями толстого льда, кидают вызов устоявшимся научным теориям. Ученые обнаружили не просто окаменелости, а целые фрагменты древних цивилизаций, которые, возможно, жили в этих местах миллионы лет назад. Эти находки не только расширяют наше понимание прошлого, но и могут перевернуть многие книги по истории. Различные инструменты и сооружения, найденные подо льдами, указывают на сложные сообщества, о которых ранее мы даже не подозревали. Эти сенсационные открытия открывают перед современной наукой новые горизонты, заставляя ученых пересматривать датировки и истории древнего мира. Несомненно, они породят еще больше вопросов. Как такие сложные структуры оказались под Антарктидой и почему следы их существования остались столь хорошо сохранившимися в этом холодном мире? Эти вопросы пока остаются без ответов, но зато они открывают дорогу для новых исследований и возможностей. Однако эти находки не единственное, что привлекает внимание. На континенте остаются и другие тайны. Они скрыты в ледяных обнажениях, ущельях и фьордах, готовые рассказать о себе, стоит лишь осмелиться заглянуть в их ледяное сердце. И стопроцентная уверенность в их существовании может перевернуть наше понимание до неузнаваемости. Ледяные секреты. Продвигаясь глубже в недра Антарктики, мы сталкиваемся с ледяными фьордами и ущельями, которые окаймливают ее суровый ландшафт. Эти захватывающие и формирующиеся элементы напоминают о неведомом мире, замерзшем в ледяных оковах. Глубокие трещины и ледяные пещеры, словно входы в иные миры, манят своей загадочностью и сокрытыми тайнами, о которых мало кто осмеливается мечтать. Архитектура этих природных образований может поведать истории, которые до сих пор остались незаписанными в книгах. Возможно, именно здесь, в этих безмолвных коридорах, прячутся следы давно ушедших времен и цивилизаций, стирая границы реальности и мифа. Численные отложения и образования, созданные под давлением льдов, несут в себе как геологические свидетельства, так и возможные следы органической жизни. Пытаясь разгадать притягательные тайны этих ледяных секретов, ученые сталкиваются с вызовом найти тонкую грань между физическими фактами и фантастическими допущениями. К каждому повороту они подходят, отмечая каждый элемент захватывающего мира, опутанного легендами. Но, быть может, все это только ведет к еще более мистическим открытиям. Ведь в глубинах этих подледных пейзажей скрыто нечто, что только ждет, чтобы продолжить рассказ о загадочном континенте. Глядя вперед, мы осознаем, что следующая глава Антарктиды может во многом зависеть от тех, кто будет исследовать эти укромные уголки с помощью инновационных технологий, таких как роботы-исследователи. Робот-исследователь. Мир, который был скрыт от нас миллионы лет, постепенно открывается благодаря новым технологиям. В безмолвные глубины льда отправляются роботы-исследователи, чьи задачи не только заглянуть в недоступные для человека уголки, но и собрать максимально достоверные данные для науки. Эти роботы, оснащенные современными сенсорами и камерами, становятся настоящими героями антарктических экспедиций. Они передвигаются по ледяным туннелям и погружаются в глубокие подземные озера, пересылая в реальном времени данные, которые в прошлом были бы недоступны нам. Каждое движение и каждый снимок — это величайшее открытие для научного сообщества. Роботы анализируют состав льда, измеряют параметры окружающей среды и ищут следы органической жизни, которые без их помощи оставались бы незамеченными. Ученые используют эти данные для создания более точных моделей изменения климата и понимания эволюции жизни в экстремальных условиях. Но роботы-исследователи не только помощники в исследованиях, они дарят надежду на нахождение жизни и на других планетах. Ведь операции в условиях Антарктиды во многом схожи с исследованиями планетарных тел. Современные технологии показывают себя так хорошо, что нам остается только представить, что еще можно будет обнаружить с их помощью. Но за завесой комбинированных исследований и инноваций лежит понимание, что, возможно, не все из этого созданного человеком мира готовы поделиться всеми своими тайнами. Влияние таких открытий может оказаться более глубоким для нашего представления о климате Земли и о том, насколько она уникальна в своей изменчивости. И вот, перед нами следующий этап. Как эти достижения изменят наше понимание глобального изменения климата? Влияние на климат. Открытия, сделанные в Антарктиде, не просто захватывающие, но и крайне важные для нашего понимания изменчивости климата. Изучая древние ледяные пласты, ученые могут определить уровни углекислого газа и другие параметры, которые проливают свет на климатическое прошлое Земли. Это знание помогает нам предсказать изменения, которые нас ожидают, если мы не задумаемся об экологическом будущем нашей планеты. Подземные озера и микроскопические организмы, существующие в экстремальных условиях, служат доказательством того, как жизнь может приспосабливаться
приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Понимание этих адаптаций может помочь в разработке стратегий для борьбы с современными климатическими вызовами. Эти открытия дают ученым возможность делать прогнозы и разрабатывать модели, которые могут оказаться жизненно важными для планирования наших действий в будущем. С каждым открытием Антарктида становится ключевой точкой в процессе понимания климата. Эти знания могут быть не только причиной для тревоги, но и источником вдохновения для инновационных решений. Раскрывая секреты ледяного континента, мы все ближе подходим к моменту, когда сможем осознанно влиять на климатические тенденции, защищая нашу планету. Но, несмотря на это, вопросы о будущем все еще остаются, и на горизонте открываются новые экспедиции, полные надежды на разгадку еще более значимых тайн. Будущие экспедиции. Предположим, что самая захватывающая часть этой истории еще впереди. С новыми технологиями и растущим интересом к запретным уголкам Антарктиды перед учеными открываются грандиозные перспективы. Будущие экспедиции, вооруженные передовыми роботами и инновационными методами, стоят готовыми исследовать невиданные доселе пределы. Представьте себе, что они могут обнаружить, возможно, неведомые формы жизни, уникальные геологические феномены или еще более древние секреты, которые могут пролить свет на драматические перемены климата. Сверхточные приборы и хорошо оснащенные команды исследователей планируют проникать глубже в вечные снега, прокладывать путь к таинственным пещерам и тайникам, о существовании которых мы пока можем только догадываться. Каждая экспедиция становится все смелее, нацеливаясь на новые регионы и цели. Это может стать испытанием не только для науки, но и для воображения, способного пересматривать теории о развитии Земли. Но что делает эти грядущие путешествия еще более волнующими, это возможность расширить наши горизонты в поисках жизни на других планетах. Опыт антарктических экспедиций может стать основой для межпланетных исследований. И именно это дает надежду на то, что одно из самых загадочных мест планеты наконец-то расскажет свои тайны. Ученые уверены, что сейчас только начало, и вскоре Антарктида подарит нам еще больше удивительных открытий, меняя сам подход к пониманию нашего мира. Какие еще секреты могут открыться перед нами? Вскоре узнаем. Антарктида продолжает удивлять, обнажая тайны, которые кардинально меняют наше восприятие мира. Океан сенсационных открытий открывает нам новые горизонты, заставляя пересмотреть наше отношение к Земле. В этом глухом ледяном краю мы сталкиваемся с уникальными свидетельствами устойчивости жизни и природных феноменов, которые могут послужить ключами к решению глобальных проблем. Эти научные находки не только расширяют знания о прошлом, но и подвигнут нас действовать ради будущего планеты. Открытия, сделанные в Антарктиде, принуждают нас задуматься о климате, требуя быстрых и решительных действий. Каждый найденный микроорганизм, каждый слой древнего льда — это шаг к осознанию значимости планетарных изменений и адаптации. Подобные успехи в исследованиях напоминают нам о том, что будущее Земли в наших руках. Нас ожидает увлекательное путешествие в сердцевину неизведанного, где наука и природа работают в тандеме. Через эти открытия мы обретаем неоценимый опыт и вдохновение, способное изменить наши устремления. Земля — удивительная планета, и Антарктида — ключ, помогающий раскрыть ее скрытые главы. С нетерпением ожидаем продолжения этой невероятной научной экспедиции, которая круто повернет нашу историю и отношение к самой жизни.